Мазь синтомициновая. Что такое синтомициновая мазь? Какими свойствами она обладает? В каких случаях применяется? Когда противопоказано? Смотрите видео до конца. Расскажем про синтомициновую мазь, когда она особенно эффективна. Синтомициновая мазь вот уже не одно десятилетие является эффективным средством для лечения воспалительных проблем кожи. Она используется хирургами и дерматологами, урологами и гинекологами, проктологами и косметологами. Благодаря комплексному составу убирает воспаление, нейтрализуя бактерии, снимает боль и повышает интенсивность кровотока в месте нанесения. Что такое синтомициновая мазь? Синтомициновая мазь в качестве основного активного ингредиента содержит антибиотик хлорамфеникол, который еще называют синтомицином или левомицетином. Это активное антибактериальное средство, работающее тогда, когда другие виды противомикробных веществ не справляются. Другим компонентом мази является кетамин, улучшающий кровоток в капиллярах кожи. Еще в составе содержится новокаин, блокирующий раздражение нервных окончаний и тем самым уменьшающий ощущение боли. Синтомициновая мазь представляет собой мягкое белого цвета вещество, имеющее несильный характерный запах. Она хорошо ложится на кожу, проникает через поверхностные слои в более глубокие, тем самым не давая распространяться патологическому очагу. Перед тем, как видео продолжится, приглашаем подписаться на канал. Мы гарантируем только интересные и полезные сюжеты. В каких случаях применяется? Используется средство при любых поверхностно локализующихся воспалительных процессах, а также для профилактики их возможного возникновения. Ее применяют для лечения гнойного ринита и гайморита, наносят на слизистую оболочку носа, распределяя по поверхности равномерно тонким слоем. При поверхностных ранах, порезах, царапинах, ожогах после промывания кожного поражения и высушивания окружающей его кожи наносят мазь под сухую стерильную повязку. С целью лечения угрей, прыщей, черных точек наносится аккуратно на проблемные места, чтобы не возникло вторичное заражение послеоперационных ран. Для лечения любых воспалительных дерматологических проблем. В гинекологии и урологии, при воспалительных проблемах в области половых органов. В случае появления пигментных пятен. Какими свойствами обладает синтомициновая мазь? Синтомициновая мазь применяется при различных поражениях кожи для профилактики и лечения ран и дефектов на слизистых с целью предотвращения воспалений в области послеоперационного шва. Она используется широко при любой локализации патологического очага, поскольку обладает высокой антибактериальной активностью. Имеет противовоспалительные свойства. Уменьшает болезненность и отечность. Действует мягко. Способствует заживлению. Распространяется по всем слоям дермы, не давая проникать внутрь кожи воспалению. Улучшает микроциркуляцию. Ускоряет выздоровление. Напишите в комментариях, приходилось ли вам использовать синтомициновую мазь. Синтомициновая мазь не растекается, быстро впитывается, не пачкает одежду, поэтому имеет довольно востребовано. Когда противопоказано? Однако, несмотря на большое количество положительных качеств, есть и противопоказания к применению этой мази. Она не назначается, если есть индивидуальная непереносимость или аллергия на компоненты, входящие в состав. При нарушениях кроветворения, заболеваниях крови. В случае выраженной почечной или печеночной недостаточности. Грибковых поражениях. Рекомендовать использование мази может только врач, поскольку возможно развитие осложнений, если применять на ранних стадиях раневого процесса. С осторожностью надо наносить после облучения или приема цитостатиков, так как возможно усугубление угнетающего влияния на продуктивность костного мозга. В любой ситуации перед использованием следует посоветоваться с врачом,